Творожная запеканка, которая буквально тает во рту. Это именно тот случай, когда фраза «быстро, просто и очень вкусно» оправдывает себя. Сегодня приготовим блюдо, которое подойдет и для семейных завтраков. Кстати, список продуктов подготовила для вас в описании под этим видео. Замачиваю изюм в кипятке. Дальше для рецепта беру творог 9% жирности, высыпаю творог в миску, беру яйца и добавляю щепотку соли. Следом отправляю сахар и пакетик ванильного сахара. В комментариях спрашивают про количество сахара. И тут мой совет прост. Ориентируйтесь на свои предпочтения и на то, с чем вы будете подавать блюдо. Если планируете поливать запеканку сладким сгущенным молоком или вареньем, то в само тесто сахара можно положить чуть меньше. Теперь добавляю сметану и разрыхлитель. Дальше беру блендер и перебиваю массу. После того, как масса стала однородной, высыпаю манную крупу. Обратите внимание, что мы готовим сегодня без муки. Манка действует гораздо деликатнее. Она постепенно впитывает лишнюю влагу и разбухает, при этом запеканка остается легкой и воздушной. Теперь нам нужно дать массе постоять хотя бы 10 минут. Это время необходимо, чтобы манка сделала свою работу. Пока наше тесто отдыхает, давайте подготовим наполнение. Когда заранее замачивала изюм в крутом кипятке, то это не только для чистоты, но и для того, чтобы изюм стал мягким и не забирал влагу из творога во время выпечки. Сейчас сливаю воду, можно просушить изюм бумажным полотенцем. Но одним изюмом мы ограничиваться не будем. Беру крупную сушеную вишню. У нее кисло-сладкий вкус, который контрастирует с нежным творогом. Немного нарежу ее ножом, потому что ягоды попались крупные. А что вам ближе в качестве начинки в такой запеканке? Любите ли вы традиционный изюм или курагу, вяленую клюкву? Поделитесь своими идеями в комментариях. Я с огромным удовольствием читаю ваши сообщения. Спасибо вам за то, что делитесь своим теплом. Это очень вдохновляет снимать дальше. Перемешиваю все ингредиенты лопаткой. На моем канале есть много вариантов такого произведения искусства. И с рисом, и с разными начинками. Оставлю плейлист, который так и называется «Блюдо из творога». В заставках к этому видео. Там много рецептов. А для самых пытливых специально в заставках оставлю отдельный рецепт запеканки со спагетти. Пробовали? Так заглядывайте в заставки и откройте для себя что-то новое. Теперь смазываю дно формы для выпечки и бортики мягким сливочным маслом. При желании можно застелить форму пергаментной бумагой, если вы не уверены в своей посуде или просто хотите облегчить себе процесс. Выкладываю творожную массу в форму и разравниваю поверхность лопаткой. Духовку я включила заранее, она уже прогрелась до 180 градусов. Ставлю форму на средний уровень в режиме вверх-вниз, без использования конвекции. В среднем на приготовление уходит от 30 до 40 минут, но все же всегда учитывайте особенности именно вашей духовки. Главный ориентир – это золотистые края и слегка схватившийся центр. Достаю нашу запеканку из духовки. Посмотрите, как она слегка поднялась и какой красивый цвет приобрела. Сейчас очень важный момент. Не спешите ее сразу резать. Дайте запеканке постоять в форме хотя бы 10 минут. Творожная выпечка должна стабилизироваться. Когда она немного остынет, структура станет более плотной, но при этом сохранит свою нежность. Теперь аккуратно нарезаю на кусочки. Такой рецепт составит достойную конкуренцию и яблочному пирогу, а может даже и шарлотке с яблоками. Выкладываю кусочек на тарелку. Сегодня решила полить ее ягодным джемом, но она также прекрасна со сметаной, медом или просто сама по себе. Если этот рецепт оказался для вас полезным, поставьте лайк под видео. Заглядывайте на канал чаще. Приятного аппетита и до встречи в новых видео.